Всем привет! В этом видео я постарался собрать свежие онлайн и офлайн игры, за которые мне не стыдно. Надеюсь, что каждый найдет что-то интересное для себя. По традиции, авансом попрошу поддержать это видео и не забудьте подписаться на канал. До 1000 осталось совсем чуть-чуть, давайте поднажмем. Не затягиваю, берите чаек, печеньки, а я начинаю. Это достаточно хардкорный, реалистичный онлайн-шутер от первого лица, который предлагает переместиться в мир американского вестерна 19 века. По сюжету игра предлагает примерить роль наемника, цель которого – истребить как можно больше монстров и нежити. Реализовано более 120 миссий, которые становятся сложнее по мере прохождения. Немалый выбор оружия того времени, от известного многим револьвера до штурмовой винтовки М1А. Более 12 локаций, таких как деревня, город, мельницы, шахты и лесопилки. Возможность играть в полдень, на закате или ночью. И, конечно же, возможность играть онлайн, как в режиме командного боя, так и против всех. В целом проект получился интересный, а что касается рейтинга, то на сегодня более 700 отзывов и средний балл в 4,3. Прежде всего, это бесплатная стратегия. По сюжетной составляющей человечество оказалось на грани исчезновения из-за летального зомби-вируса. Задача игрока – возглавить группу выживших и построить неприступную подземную крепость, для того чтобы дать отпор ордам зомби. По геймплею предстоит строить и модифицировать базу, командовать войсками, завоевывать пустоши, вербовать героев. В целом это интересный проект, в нем есть и обычные выжившие, и бандиты, и мегакорпорации, и, конечно, ранее упомянутые зомби. Более 2000 человек оставили свой отзыв, а средняя оценка составила 4,2 балла. Темный лорд или повелитель теней – это экшен-игра, которая находится в раннем доступе. Она предлагает примерить роль теневого воина, которого можно вооружить лучшим оружием и броней. По геймплею нужно уничтожать множество врагов и по совместительству монстров. Работает это так: заходя на новый этап локации, появляются препятствия, которые не дают отступить и продвинуться дальше, пока все враги не будут уничтожены. Дополнительно отмечу, что реализована система инвентаря и уровневой прокачки. Игра не поддерживает русский язык, но и без него все предельно понятно. Также многие функции недоступны, но не забываем, что это ранний доступ, и в будущем разработчики обещают добавить такие режимы, как выживание и арена. Если вам по нраву игры подобного жанра, то, учитывая стоимость, думаю, стоит попробовать. Прежде всего, это игра-головоломка с легким и простым игровым процессом. По геймплею нужно добывать необходимые предметы и сокровища. Указывайте траекторию и внимательно следите, чтобы вас не поймали, а по мере прохождения сложность проекта также будет увеличиваться. Добавлю, что ограничений по времени нет, можно как следует обдумать действия и только потом приступить к делу. Это неплохой таймкиллер, который может заменить множество схожих игр. 1500 человек оставили отзыв о проекте, средний балл составил 3.9. Интересная игра, где нужно защищаться от разного вида зомби и нечисти. Игроку предоставляется управление командой, которая пережила начало зомби-апокалипсиса и теперь вынуждена обороняться и защищать свой лагерь от орд фриков. По геймплею нужно перемещаться от начала и до конца уровня, попутно уничтожая волны зомби и не подпуская их к своему автобусу. Помимо обыкновенных врагов, также придется сталкиваться с различными боссами. Отмечу, что в игре, со слов разработчика, более 1000 уровней и порядка 10 различных локаций на карте. На сегодня проект получил 950 отзывов и имеет оценку в 4,5 балла. Это прежде всего продолжение первой части, которая вышла в 2021 году в лице платформера. По сюжетной составляющей игрок играет за Редиса, который отправляется на поиски пропавших без вести детей. По пути придется преодолеть болото, прокатиться на ракете, взобраться на огромное дерево и, возможно, даже побывать в космосе.
Дополнительно отмечу неплохой саундтрек, интересную графику для своего жанра, порядка 50 уровней и интересных боссов. Проект не поддерживает русский язык, но глубокого сюжета в нем нет, так что выходит не так досадно. Что же касается оценок, то при более чем 1000 отзывов средний балл составляет 4,7 балла. И если вас не отпугивает пиксельная графика, вы не прочь заиграть в платформер, то это хороший выбор. Игра в жанре приключенческой ММО, которая уже обрела свою немалую аудиторию. По сюжету действие разворачивается во вселенной киберпанка. В Брэдбери комплекс, городе с населением в несколько миллионов, городе, который должен был стать идеальным, но человечеству не удалось справиться с прогрессом, и получилось то, что получилось. Это игра, о которой можно рассказывать достаточно долго. Отмечу лишь неплохую локализацию, в целом невысокие системные требования и действительно интересный геймплей. Если вам близка тема киберпанка, то данная игра далеко не самое плохое решение. По отзывам, проект получил более 8000 оценок и имеет средний балл в 4,4. Это динамичная и интересная игра в реальном времени, в которой основная схватка длится всего 3 минуты. Отмечу, что по мере повышения уровня будут открываться новые режимы, и на сегодня их несколько. Начиная от командного захвата и удержания территории, простого командного поединка 3 на 3, сбора урожая для 4 игроков, дуэли 1 на 1 и королевской битвы на 8 человек. Дополнительно отмечу, что уже на сегодня в игре реализовано немало различных персонажей. Игры находятся быстро, геймплей динамичный и в целом это интересный проект. Правда, он не поддерживает русский язык, но в целом все и так понятно. По отзывам у него все так же неплохо, более 8500 и средняя оценка в 4,2 балла. Дополнительно отмечу, что хотел добавить еще 2 игры, но не стал по той причине, что они бесплатны не полностью, можно сказать демо-версии. Первая — это Queen Rock Tour, которая предлагает стать звездой вместе с легендарной группой, играя захватывающие гитарные рифы и великолепные соло на барабанах. Второй же проект — это Huntdown, отличная игра, в которую я с удовольствием несколько месяцев назад заиграл на ПК. Ссылки на них также будут присутствовать в описании. На этом список подошел к концу. Спасибо за просмотр. Пишите любые комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это поможет продвижению ролика. А если получится набрать всего 300 отметок «Нравится», то я с удовольствием займусь созданием второй части этого видео. А если нет, то значит оно так надо. А с вами была СВ. Играйте в лучшее, а мы еще увидимся.